Привет, друзья! Харьков – современный город, который поражает своей красотой. Даже опытному туристу будет интересно гулять по его улицам, ведь город очаровывает природой, умело сочетает в себе старинную архитектуру и новостройки. Чем может поразить путешественников сердце слобожанщины и Харьков? Конечно, своим величием и амбициозностью. Он является крупнейшим городом Восточной Украины и вторым после Киева по численности населения. Где погулять в Харькове и какие особые места, обязательно смотрите дальше. Зачастую, что мы знаем о Харькове, что это город-миллионник и когда-то был столицей Украины. Возможно, еще кто-то вспомнит, что именно здесь самая большая площадь в Европе. Она поражает своими размерами, являясь 6-й в Европе по величине и 12-й в мире, почти 14 гектаров. Площадь, без преувеличения, способна уместить население целого города средней величины. Так, на концерте Queen в 2008 году здесь собралось, по разным оценкам, от 150 до 350 тысяч человек. Современная визитка Харькова – это памятник Победы, чаще именуемый «Зеркальная струя» или «Хрустальная струя». Ажурная беседка узнаваема, хотя и не уникальна, такая же есть в российском Кисловодске, где она называется Альтанка. Существует даже легенда, что беседку возвел харьковский чиновник для своей возлюбленной в память об отдыхе в Кисловодске. К 60-летнему юбилею хрустальную струю реконструировали. Зеркальная струя, невероятный фонтан с ротондой, является самым узнаваемым символом города и красивым украшением сквера. Фонтаны и беседка были построены в 40-х годах прошлого века. Расположены они в самом сердце города на главной улице Сумской. Ни одна экскурсия не проходит мимо, а свадебная фотосессия имеет обязательный пункт с фотографией у главного фонтана города. История этого места не менее интересна. Несколько веков назад на этом месте было кладбище. В начале 18 века на его территории построили деревянную церковь, которая получила название Мироносецкой. С приходом советской власти в 1930 году святыню снесли, и на этом месте со временем появился троллейбусный парк под открытым небом. Немного позже на этом месте было решено построить парк с фонтанами. На сегодняшний день в сквере у Зеркальной струи есть фонтан, места для отдыха, построенные ко дню города, Мироносецкий храм и отреставрированная беседка с подсветкой. Через дорогу от Зеркальной струи находится Харьковский академический театр оперы и балета с ансамблем фонтанов на площади перед ним. Если вы романтик и не знаете, что посмотреть в Харькове, то вам обязательно нужно сюда. Харьковский национальный академический театр оперы и балета, а проще ХНАТОП, один из старейших отечественных музыкальных театров, наследник лучших традиций украинской и мировой культуры, на сцене которого выступали ведущие представители оперы и балета, такие как Шаляпин, Батистини, Нежданова, Сабинов, Забела Врубель и Алчевский, а также много других корифеев исполнительного искусства. Несколько лет назад на площади рядом с ХНАТОПом прошла масштабная реконструкция фонтанов и цветочных клумб. Площадь с фонтанами стала еще одним украшением города, особенно в вечернее время, когда зажигаются огни главной улицы города Сумской. Городской сад имени Шевченко, который находится вблизи главной артерии города, улицы Сумской. Сад был заложен в 1804-1805 годах Василием Назаровичем Каразиным, основателем Харьковского университета. В данном парке вы окунетесь в цветущее разнообразие деревьев, фонтанов и зеленых лабиринтов, загадаете желание возле памятника 50-й параллели, прогуляетесь по аллее почетных гостей кинофестиваля «Харьковская сирень». На территории сада есть дельфинарий, зоопарк, который сейчас на реконструкции, но в скором времени откроет для вас свои двери. В 2019 году завершили реконструкцию городского сада имени Шевченко. Здесь появились скульптуры знаменитых харьковчан, фонтаны, зоны отдыха у воды, беседка у фонтана, музыкальный фонтан с веселыми обезьянками. Также в саду есть памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко, который из 250 памятников поэту в мире признан самым лучшим. А это Лопанская набережная, одно из самых любимых мест прогулок харьковчан. Лопанская набережная возле реки Лопань. Здесь можно покататься на лодке, ведь функционирует открытая лодочная станция «Стрелка». Лопанская набережная является красивым, цветущим и чрезвычайно романтичным местом в Харькове, который никогда не обходят туристы. А еще здесь есть подвесной мостик, который называют «Мост влюбленных».
А вот и тот самый мост влюбленных. Находится он в сквере Стрелка. А сам сквер Стрелка расположен в дельте двух главных рек города Харьков и Лопань. Многочисленные деревья создают приятную тень и ограждают от шума большого города. Вдоль всего сквера есть набережная с выходами к воде, украшенная цветами и удобными местами отдыха. С этим местом горожане связывают историю возникновения Харькова. Именно отсюда и пошло заселение города. На территории сквера есть лодочная станция, с которой можно совершить речную прогулку и посмотреть на виды города с воды. Еще одним необычным местом в сквере есть пешеходный мост через реку, который в праздники является частью светового шоу. Саржен-Яр – это памятник природы местного значения. В 2019 году закончилась его масштабная реконструкция. Харьковчане и гости города получили еще одну современную и комфортную зеленую зону отдыха в центре города. Здесь полностью был обновлен ландшафтный дизайн, появились озера, многочисленные места отдыха, как для компаний, так и для тех, кто желает провести время в одиночестве. Детские площадки, эстакада, велотрасса, пешеходная зона, которая соединяет Саржен-Яр и Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, переходящий в лесопарк. В Сарженном Яру есть источник, бювет, купель, спортивные площадки, форелевая рыбалка и настольный теннис. Рядом, на склоне Сарженного Яра, находится деревянная церковь в честь иконы Божьей Матери Утешения. Она построена в псевдорусском стиле. Харьковский Диснейленд. Еще одно местечко, где можно чудесно отдохнуть и развлечься. Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, прозванный Харьковским Диснейлендом. Детям обязательно понравится это место, они оценят его по достоинству. Это парк развлечений мирового уровня, который предлагает к услугам посетителей 40 аттракционов, а также спортивные и детские площадки. Детский парк, семейно-развлекательная зона, экстрим-зона в стиле первобытной деревни и французская зона для тихих, спокойных прогулок. Найдутся занятия для людей любых возрастов. Ехать в парк стоит на целый день. Парк имени Горького в Харькове поистине является гордостью города. Ведь, как я уже сказал, насчитывает около 40 различных типов развлечений, среди которых американские горки, которые захватывают дух, башня падения, автодром, французская карусель, цепи, веревочный парк, дом страха, десятки кафе и самое высокое в Украине 55-метровое колесо обозрения. По всей территории размещены маленькие металлические скульптуры людей и животных, что делает парк более сказочным. Вход в парк бесплатный, поэтому харьковчане часто приходят сюда погулять и отдохнуть. Вы знаете, кто основал город Харьков? Рассказывает о неком мифическом казаке Харько. Конная скульптура казака Харько, Харитона, возвышается в начале проспекта Науки. Бронзовый воин поднял копье в готовности защищать город от врагов. Памятник основателям города работы известного скульптора Зураба Церетели установили к 350-летию основания города. Это подарок Харькову от Москвы. О харьковском гиганте, здании Дома государственной промышленности, по-другому здания Газпрома, на площади Свободы стоит рассказать отдельно. Это памятник архитектуры, входящий в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, символ конструктивизма. Его высота составляет 63 метра, а вместе со шпилем-телевышкой 108 метров. В здании 4500 окон, 2000 дверей, 34 лестницы. Чтобы выстроить такое исполинское здание, первый в СССР небоскреб, потребовались немалые усилия архитекторов и проектантов и точные расчеты для железобетонных конструкций, которые применялись впервые в мире. А вот с техникой в то время было туго. Символ индустриальной мощи в 1925 году начинали строить с лошадьми, лопатами и носилками, но с большим энтузиазмом, и закончили работы за 2,5 строительных сезона.
Площадь Конституции – это самая древняя из площадей Харькова. Дата основания – 1659 год. С того времени до наших дней площадь сменила множество названий. От площади Конституции начинается наиболее протяженная улица Харькова – Московский проспект. Под площадью находятся сразу две станции харьковского метро – Исторический музей и Площадь Конституции. Площадь Конституции привлекает туристов прежде всего множеством исторических зданий, выполненных в различных архитектурных стилях. Самая большая плотность достопримечательностей на квадратный метр в Харькове находится именно на площади Конституции. Тут одновременно есть излюбленный памятник харьковчан скрипач на крыше, который находится сверху консерватории, и монумент независимости. А еще дом со шпилем, такой себе советский ответ Нью-Йорку. А это харьковские маршрутки. Также на площади находится исторический музей, Свято-Покровский мужской монастырь и магазин харьковских сладостей «Ведмедик». В самом центре Харькова, на площади Конституции, мы видим еще одно монументальное здание – дом со шпилем. Это огромный жилой дом-квартал, образец сталинского ампира. Так теперь именуют этот архитектурный стиль. Когда будете в Харькове на площади Конституции, вам нужно обязательно сфотографироваться на фоне огромного градусника высотой целых 16 метров, который давно стал своеобразным символом города. И вам нужно обязательно посетить Харьковский исторический музей имени Сумцова, один из крупнейших музеев Украины с давней историей. А это желтое здание – Харьковская областная филармония, основанная в 1929 году и являющаяся старейшей концертной организацией Украины. А на торце дома по улице Рыморской, 23А, 29 мая 2018 года презентовали мурал, посвященный музыканту Кузьме Скрябину. А это сухой фонтан. Самый большой в Украине сухой фонтан открылся 23 августа 2020 года в день Харькова на площади Свободы в центре города. Диаметр фонтана составляет 36 метров. Он состоит из 7 кругов и 150 форсунок, которые пускают струи воды. Также он оборудован светодиодными лампами с огромным количеством вариантов подсветки. Если вы еще ни разу не были в Харькове, то обязательно приезжайте сюда за порцией новых впечатлений. Вам здесь обязательно понравится. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. До новых встреч в эфире, друзья.